Вера, привет. Привет, Маша! И привет, если нас кто-то смотрит сейчас. Напишите Всем, нам кто в чат, присоединился. пожалуйста, да. Напишите нам в чат, если хотите, если не хотите быть инкогнито. Ну что, Вера? Лучше, конечно же, написать. Нам Ну, будет приятно, ну это что мы не понятно. одни. Так, мы подготовились сегодня. Вот. Лучше всех подготовилась Маша, я вижу. Декорации просто Да. потрясающие. Класс. Ты Половина фоточку уже моего сделала? рабочего дня. Блин, на фоточке это будет ужасно смотреться. Короче, Ну, может быть, когда чуть-чуть потемнеет, да, да, тогда попробовать. Или да. видосик какой-то снять. Будет классно. Я очень надеялась, что когда мы начнем, уже будет темно и не будет видно, как это плохо сделано. Это А выглядит ты классно, потому вообще что в видишь, фильме что там тоже. написано? эм, я Ты мне же скидывала фоточку, поэтому я Ты знаю, так читер. бы мне не очень видно. А вот видно ли нашим зрителям — это вопрос. Если вы здесь, расскажите, видите ли вы, что там, у Маши за спиной? Маша, мы одни? Прием, прием. Э, Кстати, нам надо было взять эти рации такие. Прием. Они же постоянно бегали с Кстати, у меня рациями. они даже есть. Точнее, у Вовы они есть. Да, Да. прикольно. А мне просто вчера подарили эту ручку, и она такая И ты такая, как не в тему, но она почему-то у меня в руках. блогер. Да, мне не хватает вот этого микрофона Да, да, маленького, да, да, который да, да, такой, и да. я бы в него говорила вам буквально все. Но, а еще, так как Маша сказала, что вроде бы мой голос какой-то немножко не очень звучит сейчас у Металлический. вас. У вас, Мгм. да. Так-то он нормально звучит. Поэтому я буду побольше молчать. Ну, Маша будет вести стрим. Ну не, короче, шучу. рассказываю историю. Давай. Прокрастинация во всей красе. Короче, ты такая мне пишешь: Маша, а у тебя есть что-то, чтобы ты надела, чтобы Да. быть какой-то, типа, в Тему. тему? Я такая: блин, ну ничего нету. Кстати, ну рубашку я даже не успела померить, я честно решила просто, чё попалось, то и надела, А я как бы. такая: Маша говорила про рубашку. Вот, я такая, ну, какая-то рубашка есть. Ну ладно, потом думаю, ладно, может тогда что-то надо, ну, сделать. Я думала, что когда ты меня так спросила, что ты придешь вот в этом костюме Демогоргона. Я хотела сделать вот эту вот штуку, ну, на голову. Но потом в какой-то момент мне стало лень, я не знаю. И я такая: ай, будут сережки, Ну вот так пожалуйста. Вера слилась просто. Да, да, Ну да. вот, Но так это как было бы, я наверное, эффектно. предполагала, что у тебя будет эффектный костюм, я подумала, Это ну подстава. ладно, сделаю алфавит. Алфавит. Вчера я это решила, если что. И думаю, так, нужны краски. Потом думаю, блин, краскам нужна кисточка. Херня, пойду маркер куплю. Короче, пошла я за маркером. Кое-как нашла маркер, где вообще они продаются. Не так часто я их покупаю. И вот. Пришла, думаю, надо начать рисовать сегодня, потому что букв много. Я устану завтра. Ну, вчера я, ясен пень, ничего не начала. Сегодня утром такая думаю, блин, ладно, надо начать, хотя бы частично просто сделаю алфавит.
Типа, понятное дело, что я уже все буквы не успею, но, типа, сделаю хотя бы А, Б, С, Д, Е, там, я не знаю. Вот, такая, что-то ходила, потом Вова такой мне говорит, а чё ты, может, ты просто Маша и Вера напишешь? Я такая, точно, всего 9 символов. О, класс, думаю, отличная идея вообще, и типа, вроде как это называется умным словом, Ну, такая релевантная. персонализировано, да, и плюс еще и ссылочка. Короче, начала я это писать, на Мэ я уже устала. Мэ первой букве? просто, да, на первой букве, она, во-первых, у меня вышла уродская, начнем с этого. Во-вторых, я устала. В-третьих, уже на ней маркер практически перестал писать. Надо было все-таки краски брать. Да. Вот, ну, короче, Мэй меня взбесила, и я такая, ладно, напишу тогда прокрастинация. Вова такой мне говорит, давай я тебе помогу. Я говорю, ну давай. Короче, он сделал вот только вот это и ушел. Ну, только букву П он сделал. И такой, ну все, я пошел. Вот. И он ее еще так, видишь, сделал так странно, типа, ну вот Нет, эти я толстые. не вижу. Ну ладно, ты вообще не видишь? Ну, я вижу, что она за тобой. А ты так не ее закрываешь. Если ты отодвинешься Нет, влево я так её вот. не О, Это ТР, это я тебя Р закрываю. П. Вот Во, она, да. где у меня рука. М-м. Ты видишь мою руку? Да вижу, но она... Если Знаешь, она получается, прям... подожди, у тебя две камеры. А, блин, я тупая. Не, все Я хорошо. Нет, ну Маша, ты что? Ты философию сдала недавно. У нее Как? было несколько образований. Но она была тупая. Нет. Но это ей не помогло. Ну ладно, Да. наши слушатели, вот Маша пришла к нам. Привет, Маша. Маш, привет. Что такое? Что я хотела сказать? Про букву Что П. П? Ну, наши слушатели увидят, что я указываю на букву П сейчас. Ну, короче, она такая странная, что он сделал как бы местами она толстая, а местами очень тонкая. Я говорю, а как вырезать-то? Он говорит, а зачем вырезать? Ты что, еще вырезать собралась что-то? Я такая, ну, блин, ну, конечно. Ну, ладно, короче. Ну да, можно было же не вырезать, Ну можно было да, вот просто написать. Ну, тогда мне нужны были... классно. Это дальше история. Короче, П уже все, там уже маркер вообще уже не пишет, как бы. Если что, это вторая буква. Маркер уже не пишет. Короче, вот если потом смотреть на все остальные буквы, ты опять, наверное, не видишь, но наши слушатели Вижу увидят. немного. Там вот уже последний, вот Т и И, они такие, знаешь, с такими пробелами прямо, потому что он вообще уже, я прямо была близка к тому, чтобы, знаешь, как в детстве лизать вот эти вот фломастеры. И последние две буквы я уже не смогла написать, поэтому у меня здесь прокрастины, а он я уже не дописала. Так что вот, это прямо слоган нашего подкаста. Да. Ну, собственно, всем еще раз привет. Но я старалась. Да. Подкаст «Тут могла быть ваша прокрастинация». У нас сегодня интересная, актуальная тема. Мы решили обсудить. Очень странных делах. Очень странные дела. Маша, напиши, ты смотрела «Очень странные дела»?
Ну, а Вера, давай рассказывай свой аутфит, и там ты что-то тоже хотела сделать, ты сказала. Ну, я вот хотела Но сделать не вот эту сделала. красоту А, ты вот с эту красоту лепестками. хотела сделать. Да, и Ну, я блин, это даже очень искала сложно. видео. Нет, ну можно было там завернуться немножко. Потом уже хотела... Там же есть такие прикольные штуки, вот люди делают, у кого руки из Мгм, нужных мест, они мгм. прям вот сюда. То есть, типа, лицо чуть-чуть видно, Ага. и оно как-то фиксируется отсюда. Это было бы просто высший класс. Мгм. Потом я подумала, а можно было бы просто на обруч это прицепить. Ну, ладно, бог с М, ним, немного криво, да, там, ну, типа тут 4 лепестка, их же всего 5, по-моему, да? Вроде да. Вот. Ну, потом я подумала, ой, ну все, зачем-то надо? Закажи сережки. Ну, классные сережки, классные. Чисто для одного вот стрима. Такая, ну ладно. Все, Ну, вся вот я тебе подготовка. говорила, я очень хотела вот этот браслетик, резиночку. Да-да-да. Но я не знаю, где ее взять. Ну, наверное, только как-то самостоятельно сплести. Ну, как вы И видите по моему бэкграунду. всё классно получилось, потому что у меня, например, нету таких огоньков разноцветных, и у меня бы Мгм, такое не получилось. У меня есть вот беленькие и мгм, есть красные, а разноцветных вот четко мгм, вообще класс. мгм. Ну вот я, кстати, наоборот, А, когда как фонарик еще у раз... меня есть, который не очень работает, конечно, ну да. В как- идеале нужно было еще подсветить фонариком, так чик. Было бы вообще супер. А ты можешь еще снизу, знаешь, в детстве еще в рот засовывали фонарик, чтобы подсветить. Может, ну не такой уж и яркий, просто вот как бы вот немножко А, видно, да, на да, мне? да. Ну, чуть-чуть, да, чуть-чуть. Ну, я могу в камеру посветить. Тогда увидите. Все. Так, ну что? А, смотри, у нас же есть там еще вопросик. Мы сначала на него ответим. Вопрос в чате был один Мгм. к стриму. Потом тогда перейдем к основной теме, так? Ам, ну, да, наверное, Давай, да. один маленький вопрос. Боишься Давай. ли ты темноты? Ну, боитесь ли вы темноты? Ты и я. Ну, давай. Кто начнет? Ну, давай я могу начать. Давай. Я вроде не Вот сейчас в этом боюсь. возрасте ты боишься темноты? Нет, мне кажется, нет, что в целом я не боюсь темноты. Знаешь, мне как-то... У меня тетя, она какая-то супер мудрая женщина. И мне кажется, в детстве я как-то боялась немного. Ну, или, знаешь, не то, что боялась, у меня были... Я ездила в детстве в деревню, и у меня там братья, их много там было. И они всегда меня... А я еще была, ну, типа, самая... Ну, не самая младшая, окей, но, типа, им уже было со мной весело, типа, надо мной издеваться, но Мгм. у меня были еще помладше, ну, типа, братья, но им с ними не было весело, потому что они, типа, еще не воспринимали ничего. Вот, и они часто надо мной издевались, и один раз, я помню, мой брат, короче, нас оставили вдвоем или втроем мы, по-моему, были. И он намазался. Мы смотрели какой-то фильм. И он, по-моему, даже не был страшным, но я вообще была трусиха прямо. И, короче, он пошел, намазался вареньем и намазался зубной пастой, типа у него кровь там какая-то, еще что-то, и пришел и такой... Он Это тебя было напугал. очень... Я вообще обосралась просто. Это было очень страшно, реально страшно, прямо страшно. А он еще не прекращая, понимаешь, то есть он не просто вот так вот, типа, а он прям ходил там и типа, и я вообще... короче, очень было страшно. После этого все равно ты сейчас ничего не боишься. Вот, а после этого моя тетя, что-то мы как-то это обсуждали или что, ну, не это конкретно, а что-то другое, но она мне такая говорит, ну, вот знаешь, как мы всегда боимся же какого-то а-ля потустороннего мира, что там Мгм. что-то вот такое для нас непонятное, и она мне говорит, ну,
в жизни надо людей бояться, а не потусторонний мир. И как-то вот после этого, знаешь, я реально такая, блин, мудро. Я вот такую мысль тоже слышала по отношению к кладбищу, когда Мгм. где-то рядом. Бывает же часто, что возле домов есть Да, да, где-то да. кладбище. И кто-то, кто не живет рядом с кладбищем, конечно, задается вопросом, не страшно ли тут жить, Мгм. там еще что-то. Мгм. И да, тоже. Типа живых нужно бояться, а не мертвых. А мне кажется, что я не боюсь Мгм. темноты. Но я лукавлю 100%, потому что если вдруг посмотреть какой-нибудь такой страшный фильм в нужной атмосфере, вот именно чтобы было темно. Мгм. Ну, разве интересно смотреть какую-нибудь Дракулу, например, фильм «Дракула», когда светло? Это же вообще, ну, не страшилка. Или любую другую страшилку. Я просто не мастер, я не по ужасам. Но Мгм. есть же всякие такие страшные фильмы, да, какие-то. Какие? Я даже не Не знаю, знаю, ты я, знаешь? я Ну, не там, смотрю, где я не кто-нибудь смотрю. кого-нибудь убивает, там, Оно, пила или вот еще это знаю. что-нибудь. Ну, Оно, пила это да? не вроде не прям ужастик. А больше как триллер? Ну да, ну не знаю. Но суть Все, такова, что все мы если ты, наверное, зашли не суть туда. такова, что, наверное, если ты в темноте будешь смотреть одна, Мгм. и потом тебе нужно будет перемещаться по дому, то Мгм. будет страшно, что, может быть, где-то кто-то сейчас схватит тебя за руку, за ногу. Вот так вот я могу еще побояться чуть-чуть, если вдруг Мгм. впечатлиться до этого. Но в целом как будто бы не боюсь. Но в детстве я боялась, хотя любила смотреть всякие такие страшные фильмы. А потом, если мне нужно было перемещаться по квартире, ну вот из комнаты, где телевизор, и Мгм. коридор, и потом вот в свою комнату. Это был такой квест, нужно было включить свет, подбежать, включить свет там дальше, потом вернуться, выключить дальше. Ну вот так вот, понимаешь, да? Мгм. То Да, есть я да, по да. своей дороге включала, выключала свет, потому что я не могла выключить свет и пройти через всю квартиру, чтобы дойти до своей комнаты в темноте. Нет. И еще потом я еще спала обязательно спиной к стене, Мгм. накрывшись полностью, вот прям полностью, потому что, конечно же, какой-нибудь бы вампир мог прийти и откусить у меня ухо, и одеяло подворачивала. Ну, то есть вот прям заворачивалась, как гусеница. Мгм. И я не спала никогда спиной к комнате, к двери, к комнате. То есть, понятно, да? Вот так вот я боялась. Да, и мне было всегда страшно, что кто-нибудь из-под кровати вылезет. То есть ты поставишь ноги на пол, и кто-то тебя схватит. То есть по детству я нормально так. Сулюха была еще та. Маша нам тоже пишет. Героев не... э, Героев нет в книгах, а монстров нет под кроватью. Ну, так я предполагаю, что она Да, тоже с нами согласна. А какой да, да, самый да. страшный фильм, который ты смотрела? Или, может, книжку какую? Интересно. Нет, это вообще не моя тематика. Я так не смотрю ничего такого. Я вот только вот помню в детстве, опять-таки, только детство, что мне там как-то вот нравилось получать какие-то Мгм. непонятные такие Мгм. эмоции и смотреть ужастики. Это, конечно же, мне нравился фильм «Дракула» Брэма Стокера, но там не настолько прям все супер страшно, да. Мгм. А еще был какой-то фильм, я не знаю, как он называется, возможно, моя сестра бы сказала. Там про какую-то эпидемию, может, она так и называлась. Там какая-то обезьянка, которая укусила кого-то, и потом кто-то в кого-то не то превратился, не то что. Я вот помню вот четко вот эту обезьяну, которая кусала. Или «Гремлины». Помнишь такой Да, 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 фильм? помню. Тоже какой-то такой страшный Маша казался. пишет Бабадук. Я не знаю, что это такое. Я даже не знаю. Это что-то современное, может? Вообще без понятия. Я Ну, вообще, я говорю, я не смотрю такие но фильмы. я тоже, я вообще, я очень боюсь в целом. Ну, типа, не то, что боюсь, а мне даже вот неприятно вот это вот моменты, когда тебя пугают, вот прям, я их, короче, очень не люблю. Да просто в целом не хочется такие эмоции испытывать. Ну да, наверное. Но, знаешь что, я как бы не так, чтобы много читала Стивена Кинга. Но однажды я решила прочитать
этот, а, как это, кладбище Кладбище домашних домашних животных. животных. Класс, у меня тоже есть история на эту тему. Господи, пипец, я не думала, что с книги может быть так страшно. Мне реально было страшно. И ужас. Это ладно, Маша, а у меня черный кот. Кошка моя Мгм, черная. мгм. Я летом вот читала эту книгу. И я, казалось бы, тоже не из пугливых. Я понимала, что, ну, эта книга, все хорошо. А там же Мгм. вот в какой-то момент кот появился в доме, да, его Да. там что-то выгнали, типа, из дома, а он бах, и снова очутился в доме. Но я как-то запомнила это. У меня кошка летом гуляет на улице. Мгм, Бывает. И я помню, что я сама ее выпускала. Ну, я же не мгм. одна живу, правильно? Ну, Да. как бы ночью это было вот совпадение такое по Кингу. И я выпустила кошку, ее не должно было быть в доме, и я так хлобысь, просыпаюсь, а она в доме сидит такая, думаю, в смысле ты, я тебя выпускала? И на фоне того, что я как раз читала эту книгу, мне так стало вообще страшненько. Так Офигеть. что да. Ну, ты так и не раскрыла Что, боюсь я или тайну, нет? как она появилась в твоем доме, ты так и не поняла? Да ее впустили просто. А, Я спала, да. Ее просто впустили домой. Ну, я так окей. сразу, блин, как такое может быть? Только прочитал про это, этот на тебе, твоя кошка черная, и она, ты ее выпустила, а она в доме оказалась. А, Ну вот мы как раз и так плавно подошли к очень странным делам, потому что я так понимаю, что даферы прямо очень любят Кинга, как-то у них какая-то там взаимная симпатия, как я поняла. а вот я не знала. По крайней мере, из того, что на это я смотрела Долина, он еще после 4-го сезона снимал, ну, знаешь, а-ля обзор на очень странные дела, Мгм. потому что тогда, после 4-го сезона, многие критиковали ОСД из-за того, что а-ля типа стандартные повороты сюжета, вообще все стандартно, на ностальгии выезжаете, и вот, короче, все в таком ключе. Для меня была очень нестандартная история там с русскими. И я такая, что Ну, кстати, это была произошло? вот как раз, как раз вот это была одна из таких самых критичных тоже вещей, потому что, ну, все такие, да блин, задолбали уже со своими русскими, Мгм. типа, а они такие, когда это еще не было мейнстримом, они такие, ну чё, уже сколько можете ездить на плохих русских? Они-то всего лишь предугадали. Вот, и... Ну, подожди, а русские не в 4-м сезоне были, нет? Потому что... Третий. Мне кажется, третий и четвертый. Да, потому Не, что это точно до войны ну было. все. Ну вот, короче, его... Он говорил, что там у них там в Фейсбуке какой-то чат, ну не то что чатик, а что Кинг очень прямо, ну или в Твиттере, или я не знаю, где в их каких-то социальных сетях, Где-то. где они шерят Они свое дружат. мнение, да. Ну что Кинг там выкладывал очень положительные отзывы, и все время такое, когда же выйдет новые серии, и вот все в таком ключе, и даферы, типа, его там называют старичок Кинг, и вот все вот у них такие милейшие какие-то отношения. А мне вот интересно, такой вопрос, может, ты знаешь ответ. Все-таки вся история изначально была прописана вот ну, на 5 сезонов. Она была изначально известна? Или просто типа первый сезон? И такие, класс, зашло, пишем дальше. Вот это. Ну, как бы из моего понимания жизни сериалы никогда не пишутся так, что они знают конец. То есть обычно Нет, ну как будто сериал бы такая сама история вообще, чем ну, как сказать, не в закончится? подробностях, а вообще, что вот будет вот этот вот Векна,
Ну, кто-то может будет быть, как там был... Генри. Ну, мне кажется, нет, что... Мне кажется, что сначала было просто вот это, потому что у них же первый сезон и вот об этом папе. То есть сначала они обыграли вот эту Мгм. всю историю с тем, что 11 такая, ну, что ее ограничивали как бы ее свободы, грубо Мгм. говоря, там издевались над ней, а потом уже, когда эта история, мне кажется, э, уже не было что рассказывать в этой истории, мне кажется, они перешли к Векне. Но я не... Не, ну вот я почему-то четко помню, что первый сезон закончился, сейчас меня кто-нибудь поправит, возможно, на том, как у Уилла Мгм. в нем осталась какая-то частица вот этого Ну, типа чего-то. того... Ну, хз. Мне кажется, что все равно они еще Так, тогда... типа на будущее они такие, а давай Хотя, с пускай в нем другой кто-то стороны... останется. Хотя, с другой стороны, да, может быть... Может быть, ты и права, что именно век, ну, они изначально, ну, как бы предполагали, потому что они же его, я так понимаю, списали с D&D, нет? А С, типа, с ну, с игры. этой игры, да, да, да. Я, кстати, не знаю даже эту игру. Я вот узнала такой фан-факт про эту игру. Потому А что, ты когда я вообще не начинала знаешь смотреть, эту игру? да, давайте так, сначала. Я вообще не, ну, я не знала, наверное, даже про этот сериал в целом, не слышала о нем, потому что я в целом не погружаюсь в сериалы и особо их не смотрю. Есть какая-то там пара-тройка сериалов, которые я смотрела, а не смотрю, потому что я смотрю залпом. Я просто как будто бы не могу остановиться. То Остановиться. есть, Ага. да, сериальный маньяк. И поэтому я такая, нет, я даже не буду начинать. Вот вы мне расскажите, что там интересный сериал. Я даже «Игру престолов» тоже. Я смотрела, наверное, только когда уже был не то третий, не то четвертый сезон. И только потому, что просто все об этом говорили. И я такая, ну ладно, давайте посмотрим. Здесь то же самое. Вышел пятый сезон, и началось со всех вообще тюгов, со всех сторон. Очень странные дела, очень странные дела. Я такая, да что это вообще там такое? Пойду посмотрю. Смотрю, первый сезон, 2016 год. Я такая, где я была вообще? Ну, то есть 10 лет сериалу, и я такая, я не знаю вообще, что это такое. Ну и все, я, конечно же, включила, и все, с первого сезона начала смотреть. Поэтому, когда они в первом сезоне, ребята, играли вот в эту игру, там что-то они там придумывали, Мгм. я тоже так удивленно смотрела, думаю, что за игры? Ну, я понимаю, я в детстве играла в магазин, да, раскладывала вот эти всякие фантики, коробочки от стирального порошка, от печенья, от батончиков шоколадных. Вот так играла. А вот это для меня было что-то новое. И то, только после того, как я досмотрела пятый сезон, я пошла смотреть, что там вообще к чему. И я узнала, что есть какая-то вот эта вот игра, и что Ну, она братья какая-то фанаты жесткая, я... ее. Да, да, Не да. русская. Нет, Не русская это. жесткая, жесткая, я сказала. А, жесткая? Да, Ну да. вот, да, и Ну, потому в что когда смысле, они там жесткая, начинали что давать... она там, она очень, мне кажется, сложная. То есть я даже до сих пор не прям совсем понимаю, как в нее играть, но я знаю, что в нее играют там одна компания может длиться бесконечно просто. Они играют Но там это по игра 5-6 оффлайн, часов типа, где-то. или есть еще он, ну, как в Ну, компьютере ты тоже, или... слишком глубоко проверяешь мои знания сейчас. Ну, как бы Ну ладно, ну это уже оригинали, когда вопрос, который... оригинали она оффлайн, как бы. То есть это прям, ну, люди собираются. Не знаю, М. если существует онлайн, но типа из того, что я слышала, это всегда люди Мгм. прям собираются. И вот там у Ну, них вот эти прикольно. вот книги какие-то, что-то. Ну, а Они я там... смотрю на этих ребят и думаю, какие молодцы, придумали себе игру, 80-е годы, да, они там все правила прописали. И потом, когда начались вот эти названия, когда они стали давать там Векна, я думаю, то к чему? И потом гуглю, почему Векна? И такие, да Мгм. пожалуйста, игра, там вот целые миры, и поэтому вот они из этой игры вот доставали вот всякие... Я думаю, ясно, понятно. Только всего туда засунули, а я вообще ничего не поняла, можно сказать. Да, Ну, и... так, хорошо, Ну вот, то тогда есть я же... Маша спрашивает, ты смотрела серию про то, как вышли, как
Ща, подожди. Очень тяжело. Так что ты там на белорусском языке, что ли? Ну да, Там написано на я белорусском? я же не понимаю. Простите меня, Маша, пожалуйста. пиши, пожалуйста. Маша на русском пишет тоже. Маша не понимает. А, Так, она говорит, ты смотрела серию о том, как снимался сериал? Кажется, она вышла, не знаю, в Нет, я 15-м. смотрела отрывки. Ее же уже нарезали, вот эту Мгм, историю, как мгм. снимался. И я вот где-то просто отрывками, мне же уже во всех соцсетях просто сыпется все на эту Да, да, тему. да, Вот да. прям все. И жизнь героев, ну, в реале. И как они там снимались, как они ходили на эти всякие ТВ-шоу и не только. Вот куда бы я ни зайду, все, и рилсы на эту тему. То есть я какие-то нарезки видела, но я не смотрела еще вот это. То есть так глубоко, как снималось. Но я видела, что съемки были достаточно сложные в плане вот этих эффектов, как Мгм. они все рассчитывали, и что, блин, с именами сложно. Вот я когда готовилась к этому стриму, я только тогда стала так больше, более или менее имена смотреть, потому что для меня это было вот Оди, понятно, папа Оди, понятно, да, вот так вот я их сортировала. А так слишком много героев. Я сейчас скажу, что я хотела сказать. Конечно, скажу. Ты забыла Кто не или умел ты кататься что-то на ищешь? велосипеде, Ну вот то этот Майк. главный, Майк, да, Майк, да, да. да. Да, что он не умел кататься на велике, да, и как тяжело было им снимать вот эти все моменты, когда Я они едут на просто не понимаю, велосипеде. это, знаешь, это вот история из разряда, я не знаю, насколько это правда или неправда эта история, но, ну, когда была вот эта вот космическая гонка между СССР и Америкой, и там была одна из задач эту ручку сделать, которая будет работать в невесомости. Я не знаю такого. И, значит, ну, СССР а-ля просто послали чувака с карандашом, а типа в Америке придумывали, как заставить ручку писать в невесомости. Я не знаю, правда это или нет, сразу говорю. Но это какой-то известный анекдот. Это интересно. И вот здесь то же самое, типа, вместо того, чтобы сказать чуваку, чувак, ты не получишь своих миллионов, если не научишься кататься на Ну велике. так нельзя, потому Ой, ну что, ну вот есть же люди, конечно. наверное, ну да, или не берем тебя на эту роль, потому что вы там должны кататься на великах. Нет, ну, после первого сезона-то могли научить его уже кататься. Ну, просто есть же такие вещи, которые вот кому-то сложно. Ну, вот почему-то. Ну, Вот я не знаю, как вот, например, дислексия тоже. Ты там хоть ты ну, что смотри, хочешь на сделай с велике человеком, но он не может. я просто тоже видела вот этот ролик, про который ты говоришь, но там как Мгм. будто бы легче было сделать, я не знаю, трехколесный велосипед, еще что-то, и просто замазать эти колеса. Ну, как будто бы то, что они делали, это Вот, оверсинкинг. Маша, не хватало просто им тебя. Да, Ну, я, кстати, про трехколесный велосипед даже не подумала. Ну, или вот четырех, да, когда Ну к да, да, заднему вот колесу я вот это прикручивают имею в еще виду, два. да, 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 да. Ну, Это типа, тема. Это тема. вот Маша пишет, я научилась нормально кататься в 26 лет. Ну и... Ну, у меня сестра старшая, одна из сестер тоже очень долго не могла научиться, ну, не умела, и для нее тоже было такое, типа, вау, я научилась. Ну, в районе 20 лет, наверное, она научилась, и тоже была очень счастлива. Мгм. Но это не понять людям, которые, пожалуйста, сел и поехал. Ну, мне кажется, никто не сел, не поехал. Просто, понятное дело, что кто-то Что решил такое? оценить мое творчество. А, Что кто-то учится в детстве, и, понятно, в детстве мгм. легче. Я помню, у моей подруги, у нее не было велосипеда, и, получается, она училась уже тоже, ну, в таком взрослом возрасте, ну, как взрослым, нам было лет, там, 12-13, я не знаю. Мгм. И я помню, как я, типа, ее просто
ну, очень сильно катила, и потом кричала Ну, ей: "Крути просто, педали!" Она ну вот такая: так "Я типа, не да, могу, я не так и могу!" учились. В нашем детстве так и учились. Я Никаких такая: там тебе еще "Ксень, дополнительных крути колес. педали!" Ну, типа, чтоб без вариантов уже было. Как и плавать тоже. Просто оп, забросили тебя и Да, да, плыви. да. Блин, про плавать у меня тоже есть супер история. Блин, короче, мы уже сейчас перестанем обсуждать. Да. Нет, мы сейчас вернемся. Мы вернемся. Про плавать я тоже, короче, в детстве. Ну, у меня был детский сад с бассейном. И, соответственно, я вообще, ну, не боялась никогда воды. Ну, я прям плавала очень с детства. Вот. Но однажды нашей, там, я не знаю, классная руководительница в начальных классах приспичила повести весь класс в бассейн. Вот, но понятное дело, что кто-то не умеет, кто-то умеет. Вот. И, короче, ну я плыву себе, плыву спокойно, да. И тут я понимаю, что на мою голову вот так снизу кто-то давит. Типа, и я пытаюсь вылезти, Мгм. но на меня просто вот так вот Там давит. того человека скинули кого-то, да, рядом с тобой. Ну, типа, И да, он вот так плыла вот. девочка, в результате девочка, она, знаешь, вот поперек бассейна, то есть вот дорожка у тебя, и она хотела вот просто от бортика до Мгм. бортика доплыть, и посередине бортика она устала, видать, и типа такая: "О, Машина голова", и типа она решила мою голову использовать как опору. Короче, я тогда реально обосралась, и слава богу, нас увидели, и ее просто за шкирку вытащили. То есть она даже не кричала, ничего, она просто, типа, ну, как бы топила меня, но сама она не кричала, типа, помогите мне или еще что-то, просто кто-то случайно увидел, и ее вытащили из бассейна за шкирку. Ну, Вот жуткая такая история. история. Вообще ужас, короче, А полный. сейчас нормально? Ты не боишься Не, водичку? не боюсь я. Ну как, вот так я тебе скажу, ну, понятное дело, в бассейнах я не боюсь, но я как бы очень аккуратно на море, например. Море. Да, Мгм. потому что, ну, как бы я знаю, что могут быть и плохие кейсы тоже, как бы ты хорошо не плавал, Ну и да, да-да. что бы там не было, поэтому я стараюсь далеко не Ну, то заплывать, есть с и головой, обдуманно. Но я просто да, раньше боялась и в бассейне тоже, когда я понимала, что я не могу встать. Вот если я, м, ну, дна подо мной нет, да, чтобы я вот да, встала на ноги, все, мне страшно, я там уже мгм, уже боюсь. А потом как-то, не знаю, переключилась нормально. мгм. Так, Возвращаемся. Очень странные дела. возвращаемся к Итак, Маше. Еще спрашивала про Векну. Как раз мы говорили про Векну. Голос что именно? Векны. Голос Векны. Что, я не знаю, ты видела это или нет, что он тоже, по сути, он настоящий. То есть этот сам актер Да-да-да. говорил так. Ну, Гарри, который и Да, 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 да? да, 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 Гарри. да, Гарри. Ну, актера я не назову, сейчас мы Да, можем, да, конечно, и назвать. давай. Да, но это было, кстати, очень интересно, что он еще прям полностью и в этом костюмчике, Да. как положено, снимался. Это классно. Я, кстати, вот как раз к Векне смотрела. От Страдариума они сделали лекцию с вот этой девушкой, которая музыкальный, кто там, ну не продюсер, а вот она Ага. музыкальным оформлением занималась. Мгм. Она вроде русская, как я поняла. А это не та, которая ходила к Дудю Дудю, как-то? да, 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 у Дудя она Да-да-да. была. И вот она Да. там рассказывала про вот это музыкальное, ну, как бы музыкальную партию или Мгм. Векны, что тоже они там пытались найти какие-то вот дуализм какой-то, что он, с одной Мгм. стороны же вот этот вот обычный там мальчик-человек, да, с другой стороны вот этот монстр. И, короче, вот эта песня же там звучала, когда вот в этом доме 80-х, как она называется,
Мистер... Сейчас скажу. Ты поняла, Что-то про я тебе какую не я песню? помогу. Та-та-та-та, та-та-та-та, та-та-та-та. Нет? Ща. Нет, ты не поняла, про Нет, какую песню? нет. У меня только одна песня в голове, которая Макс спасала. Притом вот сериал уже давно, она у меня в голове. А ты хочешь Вот. назвать или Ну, она такая, типа... скинуть не, я куда-то, хотела сказать, что это за сказать, песня? как называется, Мистер Ты потом Сэндман. скинешь или скажешь? Мистер Сэндман. Типа, Мистер Сэндман, bring me a dream. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту. А, да, все. Она такая, ну, у меня всегда она ассоциировалась с чем-то хорошим. Ну, то есть, но как будто Вот. бы не то чтобы с хитрецой или с чем-то, как будто бы что-то прячется за ней, ну, нехорошее. Как это описать? Ты Вот. понимаешь, о чем говорю? Yes. Как будто бы, Ты какой-то тоже? развод. Мгм. Развод? Так? Подстава. Да, ну, что как будто бы подвох какой-то. Ну, она такая, Да. как будто бы такая приятная, а на самом деле там вроде бы клоун, а сейчас клоун превратится в кого-то там монстра, типа того. Ну, и вот она рассказывала, что вот этот Сэндман, это переводится как песочный человек. И типа, я так понимаю, что в американской культуре, типа, что это такой человек, который приходит к детям и помогает им заснуть. Что типа он насыпает песок на глаза, и они становятся По-моему, уже тяжелыми. страшно звучит, нет? Да. Вот. Короче, и она потом рассказывает. Я вот это не знала, что существует там вот эта сказка, ну, вот эти стандартные немецкие сказки, сказка Гофмана, типа, про вот этого песочного человека. И что он там вообще очень страшный. Страшный? Да. И что вот как раз в этой Так и песне а-ля запишем. вот этот дуализм уже проявляется, что вот он вроде какой-то такой, который деткам помогает, там еще что-то. И там тоже, по-моему, в этой песне она говорит, надо слова посмотреть, что она сказала, что там вроде даже по песне, что он их, ну или по вот этим их поверьям американским, что он как бы души уводит а-ля, когда вот он им помогает заснуть, что он их душу или вот что-то там уводит, короче, куда-то. Ну, в целом же есть тоже какая-то такая, не знаю, что это, не были теория о том, что ты когда засыпаешь, то твоя душа куда-то тоже там уходит отдохнуть. Либо, а вдруг вот этот мир, в котором мы сейчас созваниваемся, это и есть сон. А вот когда мы спим, мы возвращаемся туда. Ой, это я Кстати, даже не прикольный хочу. фильм один вспомнила, очень прикольный. Есть фильм, я не вспомню сейчас название, мне его рекомендовала Настя посмотреть. Сейчас запишу себе и потом скажу вам посмотреть, напишу в чатике. Прикольно. Главное, как мне говорили, так я вам скажу, не читайте про фильм, вот просто сидите и смотрите. Я в телеге напишу, про какой я фильм говорю, потому что я еще не могу вспомнить, как он называется. Очень прикольно. Ну, тоже связано вот, типа, со сном. Что там? Это не вот с Леонардо Ди Каприо? Не расскажу, так будет неинтересно. Ну, с Леонардо Ди Каприо или нет? Не. Окей. А ты про начало. Начало тоже классный фильм, я его тоже люблю. Так, все, мы возвращаемся, да? Да, возвращаемся. И самое первое, что я хотела спросить, Маша, у тебя... Самое первое, прошло 40 минут. Да, 40 минут стрима. У нас буквально на 25-й секунде запланирован вопрос. Были ли ассоциации с каким-то другим фильмом, произведением? У меня просто часто
в процессе просмотра сериала, ну, не то чтобы на постоянке, нет, но в какие-то периоды возникали ассоциации с Гарри Поттером и с «Дом странных детей». Хотела Дом сказать «Очень странных странные дети». детей, не знаю. «Дом странных детей», по-моему, так называется. Книга есть, притом не Мгм. одна. И, по-моему, фильм есть. Ну, Мгм. как минимум один снятый. Но как бы после книги мне не очень зашел прям фильм. Ну, понятно. Книга была интересна, да. Вот были у меня такие ассоциации. Было ли у тебя такое, Маша, и у наших зрителей? Вот Маша, если еще с нами, может быть, кто-то еще с нами. Скажите, какие-то ассоциации были? Я, знаешь, когда ты этот вопрос написала, я точно что-то придумала, но сейчас забыла. Так ты Но и одно... пометила? А я пометила? Мне Подождите. кажется, нет. Ну, конечно. Я написала А я тебе что-то. скажу. Давай, скажи. Да. Просто я не могу открыть сейчас. Вэнсдей и Сабрина. Точно, точно, точно. Ну, мне кажется, что... А ты... Ну, ты, понятно, ты не смотрела, ты Я говоришь. Вэнсдей смотрела. А, Венсдей Да. смотрел. Ну, вот Тоже мне... потому, что это был какой-то такой хайп. И в Да, целом, да, да. наверное, после второй серии втянулась. Хотя вот не так давно же был еще один Последний сезон, да? сезон, да. Но, по-моему, я смотрела только первую серию, мне что-то не Мне покатило, тоже, и я мне, не кстати, тоже смотрела. последний сезон, как-то я его не совсем поняла. Но вот по какому-то такому вайбу мне показалось, что да, Венсдей и вот Сабрина, они, особенно Сабрина, она тоже в каких-то вот таких цветах, мне кажется, была сделана, и поэтому как-то у меня с ней возникла ассоциация. А Сабрина Потом, что за фильм? типа, это, знаешь, Там про ты ведьму какую-то, помнишь ведьму Сабрина маленькую. маленькая ведьма? Ну, который вот из нашего детства еще. Ну, я вот сейчас открыла, вижу, как называется, обложка. Женщина, там черная кошечка такая, как у меня дома живет. Ну Я не вот да, там помню. был такой давно-давно 7 комедийный сезонов сериал. попрошу. Да, да, он был типа супер Мгм. популярный. А это сделали такой сериал, как бы на основе того, как бы а-ля комедийного, уже сделали такой более, я не знаю, как ужастик, не ужастик, но типа более все такое сгущенные краски вот этого темноты, что они Мгм. там у них там Люциферы настоящие, все у них настоящее. То есть, если Сабрина это было скорее такое волшебство, то здесь это такая Мгм. черная магия, типа вот так вот я бы сказала. Вот. Вот это. А еще потом мне пришло в голову, возможно, по темам, которые они поднимают, это может быть Sex Education. Ты не смотрела Sex Education? Мгм. Ну, это тоже вот классный сериал, мне очень он нравился. Я вот На подумала, русском вроде... какое-то есть название русское адаптированное? я не знаю. Вов, как называется Sex Education? Сексуальное просвещение? Половое воспитание? Вот, может, половое воспитание? Ну, не. Маша, Ну, помоги, 19-й год. если ты... Как... Ты загуглила, да? Сегодня шарады. Да, я загуглила просто. Ну и чё, половое воспитание, Ну да? вот половое воспитание, Да, да. там Там вот это из секретных неуклюжий и материалов. замкнутый подросток какой-то, сексолог, психолог, Да, я не да, знаю, что да. тебе сказать. 19-й год, 4 сезона. Ну да, да, да. Похоже? Похоже на правду. Ну Ну вот, ладно, и? и там тоже, там такой сериал о подростках, он тоже как-то поднимает все вот такие всякие темы. Ну, там больше именно, конечно, поднимаются темы их взросления скорее. Здесь Мгм. все-таки в этом сериале не прям, чтобы поднимается вот тема взросления, но все равно какие-то вот проблемы, то, что у подростка, вот это вот взаимодействие, Мгм. все равно раскрыто буллинг, вот, мне кажется, тоже Мгм. и там был. Ну, вот такие, короче. У меня с первого сезона начиная вообще не укладывалось в голове,
Зачем вообще вот эту изнанку кто-то открыл? Ну, типа, зачем? Получается, по итогу в самом конце, наверное, даже это в 5 или в 4 Мгм. сезоне оказалось, что якобы нечаянно 11 открыла ее, да? Когда она Генри что-то там с ней. Ну вот зачем Возможно, открыли I изнанку? don't Вот know, I don't know. первые сезоны я серьезно думаю, ну от чего туда полез? Я думаю, ну, наверное, ученые просто почему-то захотели непонятно что Так там подожди, а поискать. 11 Ну же не что? была в изнанке? В Ну, смысле? она же была в нормальном мире вообще, Да, но, оригинале. по-моему, вот именно либо в 5, либо в 4 сезоне, когда вот этот с Генри история пошла, Мгм. раскрываться начала, Мгм. потому что в первых сезонах разве был этот Генри? Нет, его там не было, там было просто Ну, поле. а потом его уже показывали как будто бы типа воспоминания, да, ну, Да, то да, есть да. как бы как оно Как... было, но Да, да, да. да, и вот когда он, получается, когда 11 поняла, что он плохой герой, и она как-то на него там, ну что он там делал? Вот это вот Мгм. рукой. Да, и она его куда-то вот типа запихала, и вот это она его в изнанку и загнала. То есть она открыла изначально, получается, изнанку. Мгм. Вот оно как было. Ну, может быть, я, конечно, и Я привираю. не Я знаю, я уже... не знаю. Ну, для Я меня не изначально, знаю. говорю, я первый сезон смотрела и думаю, а что вообще происходит? Как вы туда попали? Как вы это Маша пишет, открыли? он же Кто туда Генри, он же пошел? Векна, он же 001. Да-да-да. Вот и как вот эти братья закрутили так весь этот сюжет, что оно так все красиво заиграло. Но все равно остаются вопросики. Но А вот, ну ладно, я вот не знаю, а финал обсудим в конце или... да, вот да, давай потом попозже. Давай все-таки Хорошо. вернемся к Гарри Да, Поттеру, давай, потому что да, я да. подготовилась, Потому да. что Вера подготовилась. И мне кажется, потому что я тоже, когда вообще я в целом смотрела, ну вот последний сезон, во-первых, мои мысли были, что мне кажется, что как будто бы этот сериал может претендовать на то, чтобы стать Гарри Поттером для, ну вот, поколения, которое Кто там, там, я Зет? не знаю, ну, какое-то, да. Мы запутались в этих Вот такая буквах. молодое. Ну, которым там, скажем, до 20-25, не знаю. Ну, короче, для людей, для которых Гарри Поттер не прямо какой-то супергерой, Мгм. как будто бы мне показалось, что вот этот сериал может стать вот их вот этим вот Гарри Поттером. Но глубже я, наверное, не пошла. Я немножко посравнивала, ну, свои ощущения. Я сейчас скажу крамольную вещь, наверное. Я вообще не прям чтобы поклонник Гарри Поттера, потому что я его не читала. Можно не Раз. читать, я только недавно прочитала. А Ну как, я сейчас смотрела... читаю. Спасибо, кстати, Маше, она мне давала все книги. Я сейчас начала читать 7-ю книгу «Дары смерти». Читаю. Мгм, И весь 2005 год я читала Гарри Поттера. мгм, А фильмы, ну, я обожаю. Я просто говорю, я на них выросла. Даже первые еще, помню, были на кассете, видеокассете. мгм. И у меня ассоциации чисто с Новым годом. Да я, наверное, уже в подкасте, мне не жалко, уже всем уши просто прожужжала этим. Да, это просто... Но я уверена, что я знаю вообще до дыр, я знаю всего Гарри Поттера, потому что я смотрела все фильмы, я каждый год пересматриваю. И мы с сыном тоже пересматриваем, в общем, все. Но когда я начала читать, я думаю, боже, я вообще ничего не знаю, потому что там, ну, там гораздо Намного больше больше. всего. Мгм. Намного просто невероятно. И Ну подумала, вот. какая лохушка была. Хорошо, что я никому не говорила это, что ой, я знаю все. Я еще на квиз собиралась. Ну, Яна вообще на квиз по Гарри Поттеру легко. Легко. Смотри, кстати, у меня сейчас красиво как светятся огоньки. Да, у тебя вообще классно. Ну, я, конечно, не знаю, насколько ты видишь это, но... Я вижу. У меня красиво. А, ну вот,
Значит, Гарри Поттер я не читала, смотрела я его тоже уже в каком-то таком более взрослом возрасте, и, в принципе, Не мне, знаю, наверное, Маша. Я только сейчас узнала нравится... об этом. Мы бы с тобой и не записали ничего, если бы я знала раньше. Просто Ну, такие вещи понятно, говоришь я сейчас. поняла, я поняла. Но Ты мне лучше там... расскажи, а на чем ты Подожди, выросла тогда? да не знаю на Извини. чем. Я не знаю на чем. На вот этом А вот у половое меня воспитание? на этих ваших европейских ценностях. Да-да-да. Слушай, я не знаю, у меня как-то, видать, мне не купили в какой-то момент эти книги, и моя Мне жизнь тоже не пошла под купили. откос. А, Не знаю, тяжело сказать. У меня были, я помню, какие-то красивые книги. У них была очень красивая обложка. Это называлось «Библиотека». Ну, типа, там была целая серия, типа, «Библиотека кого-то», я уже забыла даже кого. Блин, надо у мамы А что ты на спросить. Новый год смотрела? Вот рождественские каникулы. Там же всегда, получается, Когда, новые в каком серии Гарри возрасте, Поттера в каком выходили, возрасте? ну, 2000, там, первый, второй, третий, пятый, вот. Они же, фильмы выходили всегда ближе к Новому году. Я вряд ли вру. Ну, да, я посмотрю сейчас. Ну, посмотри, в каком Но если это году. было как будто бы вот Я не знаю, мне кажется, праздник, Новый что... год, Гарри Поттер. Ну, я не знаю, может... Ну, взрослые смотрели «Иронию судьбы» с легким паром. Я тоже Ну, вот смотрела может... «Девчата», все Ну, вот дела. да, Маша Да. пишет «Один дома». Ну, вот да, «Один дома» я помню, А, что я Ну, я не смотрела. фанатела, если честно, так Ну, я прям. тоже не сказать, «Один что дома». фанат, ну, как будто бы... Ну, все советские я вообще не любила. Это потом в какой-то момент я еще так потом Все, заканчиваем, посмотрела... сворачиваемся. В какой-то момент я посмотрела «Иронию судьбы», Мгм. подумала, вау, оказывается, там идея какая-то есть все-таки. Ну, типа, я вот когда в Да, самом начале посмотрела вот это вот, что... про фильм? Да, Фильм про фильм? ну, не фильм про фильм, а там, знаешь, Да, когда я просто смотрела. вот это вот вступление, что вот на Там планете, дома, там там все такие дома, одинаковые. все одинаковые дома, Мгм. одинаковые квартиры, и вот мы в них живем. Я такая, ну ничего себе, даже такое можно было сказать. А говорили, что ничего нельзя было говорить. А вот критика буквально. Вот. Не Да. знаю, не помню, но мне кажется, какие-то стандартные фильмы. Не знаю даже, что я смотрела. Ну, я вообще тут Ты нашла набрала, когда? походу, с Ну, 3 вот короба, давай. Вот кстати. я тоже так думаю. Да, вот «Философский камень» в ноябре 2001 года Ну вышел. все-таки в 2001 году. Тайная комната потом тоже в ноябре, но потом третья часть в Ну. июне, 4 в ноябре, 5 в июле, А ты 6 в смотришь, июле. когда ты, ну это они Дата вышли. выхода. Это вышли. Да. А ты еще смотри, когда Фильма. их перевели на русский. Мне Ну, кажется, что они получается, точно не в к тот же Новому год году. выходили. Мне кажется, Да я не ладно. знаю, мне кажется, что они там было намного позже они выходили. Я не знаю, я сейчас захожу туда, куда мне Очень не стоит интересно, конечно. заходить. Да, но мы давай тогда вернемся к тому, Да, что вот, что я хотела сказать. Я не поклонник Гарри Поттера, и поэтому в целом мне показалось, что для меня, особенно последние вот эти части, мне показались в Гарри Поттере вообще какими-то плоские герои. Как будто бы там не было, ну, все, сейчас, как будто там не было развития. А типа здесь мне очень нравилось, что здесь реально они взрослеют, типа они, ну, становятся другими, типа какие-то проблемы, как-то они по-другому их решают. Даже вот на этого же Стива посмотреть, что он такой за все эти сезоны очень сильно поменялся. Там был такой Стив мачо. почти сразу поменялся. Ему там по щам, когда надавали еще в первом, наверное, сезоне, он почти сразу Не, уже ну всё такой, все. равно. Но все равно, мне кажется, что он как-то взрослел. Кстати, а где Барт? До сих пор вопрос остался открытый. Чё, где Барт? Какой Барт? Да, девушка, с которой подруга этой кучеряшки.
Они смотрели сериал, когда они к Стиву пошли в гости, и Мгм. подружань такая: "Я ухожу", и она возле бассейна что то сидела, и, ну, тут пропала. Потом в каком-то из сезонов опять ее начинали искать, эту Барт. К родителям ходили Стив и Нэнси. Мгм. А, вот этой девушки Барт, которая пропала. Ну, то есть как будто бы какие-то там такие серьезные есть пробелы, но в этом тоже уже Ну, много это кто, все потому, что поговорил. ты посмотрела все подряд. Ну да, так бы я не вспомнила про. Конечно, нет, вообще нет. Да, да, Так, да. Маша, Ну все, все же, поехали, поехали. да, Но мне кажется, то, что ты придумала, это очень классная гениально. идея. Это гениально. Это гениально, да. При этом я еще должна сразу скажу, что я еще тогда, когда ты это придумала, потом посмотрела, ну, точнее, частично посмотрела этот, типа, Даффера рассказывали, чем они вдохновлялись. Мгм. И как минимум в первых 15 минутах Гарри Поттер не звучал. То есть я предполагаю, что они как бы им особо не вдохновлялись. Вот, но это так. Ну, это Чтобы... просто Но мы как просто любое что-то хотим... новое, когда появляется, оно, как правило же, появляется в результате насмотренности чего-то другого. То есть ты можешь даже это не связывать, вот так: "Да, это с Гарри Поттера", ты можешь это Мгм. вслух не говорить, но Да, как будто бы ты уже это тоже видел, смотрел и да, неосознанно взял да, какую-то да, идейку и да. подтянул к себе. Ну да, потому что все равно Гарри Поттер это такое определяющее какое-то Мгм. произведение для Ну вот, целого даже я поколения. рилс видела, где Векна и Волан-де-Морт, типа, вместе идут там в бассейне рядышком. Ну вот, собственно, одно из первых таких вот параллелей — это Векна и Волан-де-Морт. Они даже визуально почему-то похожи. Да. Плюс они, вот как Волан-де-Морт с Гарри Поттером имел какую-то ментальную связь, да. Ну, Мгм. мы знаем почему, конечно же. Маша тоже знает, наверное, да. Так и Векна с Уиллом был Да, связан. Ну, да, это прям в да. пятом сезоне это прям такое было. Мне жалко, что я это увидела в рилсе, я себе заспойлерила этот момент, когда он стал, Уилл, управлять Векной. Ну, не То Векной, есть ты... да. Я, да, где-то в рилсе увидела вот это вот его закатанные глаза. Закатывай. Да. Поэтому я как будто бы знала, что скоро это произойдет, Мгм, но не мгм. знала как. Вот потом 11 и Гарри тоже, А он ну, мне, как бы, кстати, еще к этому дополню. Я видела это, он тоже рассказывал, как этого актера зовут. а, Ноа. Ну, как-то. Короче, этот Вилл Ты про рассказывал. Уилла, да? Да, да, да. Что как он придумал вот это вот типа движение, что он там Ага. как-то, я даже не помню, что он там сделал, как он там вот как-то так что-то сделал. И он Мгм. рассказывал, что он вдохновлялся этим Ноа Человеком-пауком, Шнап. по-моему, что ему очень А, нравится Человек-паук, а там же он вот так все время делает, и типа, и там мгм. тоже какие-то такие, ну, типа, у него движения в результате, по-моему, были. Да. Вот. Ну ладно, давай, Ноа продолжай. Шнап — это Да. актер. Мгм. Да, продолжим, да? Я Да. уже куда-то тут уже вышла с своих Так, записок. очень жаль, Маша, у нас очень большое отставание, как бы, поэтому не совсем понятно. Маша Ага, написала ага. очень жаль, но непонятно, что в нашем разговоре было про очень жаль. Но, В смысле, нам непонятно. да, да, нам непонятно. Ну, может, Если, Маш, да, поясни, пожалуйста. да. И еще Маша написала, Потом, что да. Барб была у Векны, что ее где-то показали, когда нашли красную Ну, я не атмосферу. помню. Ну, я даже такую Блин, героиню вот, не помню, так что все нормально. потому что она там буквально была в первом сезоне точно, и потом еще где-то вот всплыла тоже все время, где-то под конец. Мгм, Все время мгм. белорусское слово напрыканцы мне почему-то приходит в голову, когда хочется так сказать.
В общем, а еще я даже видела какой-то там, не знаю, видосик, рилсик, где Ноа Шнап, собственно, актер, который играет Уилла, говорил, что его как-то перепутали с актером, который играл Гарри Поттера. Как там? Как его зовут? Редклифф? Да, там много согласных подряд. Ну, вы поняли, да? Ну, а реально он похож немного, посмотрите. Ему очки, и все круглые, и Ну почти. да, ну да. Немножко есть. Дальше. 11 и Гарри Поттер. Они как будто бы выросли в каких-то таких непонятных условиях. 11 в лаборатории, а Гарри Поттер в шкафу. Не совсем лаборатория, но. И у них есть Ограниченное какие-то пространство. свои силы особые. Дальше вот группа детей, хотя в целом это можно, наверное, тоже где угодно. Ну, потому что в любом фильме, сериале наверняка должны быть какие-то герои, да, ну и злодеи. И вот тут были эти дети, трио, четверо их, или трое. Ну, получается, Вилл, Майк, этот Дастин. Четверо. А кто еще? И 11? Они пришли обсуждать сериал. Все, мы посыпались. Значит, Майк, Дастин, Лукас, Уилл. Ну, все правильно, четверо. Ну да, ну то есть есть какая-то группа детей, которые ведут какую-то борьбу. Так, потом изнанка и темная магия. Ну, либо запретный лес. Тоже такая, как миры добра и зла. Хокинс и Хогвартс. Даже вообще на букву Х. Прикинь? Да. Вот. И лаборатория Хокинса — это как Министерство магии. Эксперименты, Кстати, да, коррупция, все дела. Вот это, кстати, тоже. Метки вот у Гарри шрам, у 11 татуировка. А демогоргоны — это же вообще дементоры. Как вам? Да. Кстати, напишите, может, вы всё. еще что-нибудь придумали. Ну, может быть, кстати, можно и поспорить с чем-нибудь, что-то здесь, возможно, притянуто супер за уши вообще. Ну, как будто бы все равно есть параллели, можно найти. Ну, не параллели, мне но как всё равно так черты вот какие-то, да. прям веяло какой-то такой историей Гарри Поттеровской. И в данной связи следующий блок будет называться «Распределительная шляпа», где мы просто попробуем поотвечать на вопросы. И если вы еще с нами слушаете, либо будете смотреть в записи, если она будет запись, Маша, будет запись? Возможно, и сохранится запись. А тогда можно будет просто оставить комментарии. Я такая хотела Всё? еще Не записать. будет? Нет, будет. Ну, она будет на Ютубе, но я хотела еще сделать запись, чтобы, ну, типа, себе на комп. Бэкстейдж? Ну, нет, чтобы, типа, просто сохранить и чтобы сделать рилсы потом из этого. Ну, и что ты думаешь, я забыла включить, ну, типа, именно вот. Ну, то есть я теперь с Ютуба вроде как особо не могу скачать, а включить вот запись, чтобы она сохранялась у меня на компе, я забыла. А можно же вообще с Ютуба сохранить, да? Скачать видео? Я не знаю. Ну, может, и можно, Во-первых, конечно. с премиумом точно должно получиться это. Либо с помощью каких-нибудь секретных программ. Ну нет, теоретически можно включить запись экрана. Ну, попробуем. Ну, Ладно, у меня, да. например, запись такая себе. Ладно. Ладно, увидим. Ну, давай. Распределительная шляпа. Может, мне хоть Да, щас и включить? давайте вопросы. С кем бы, Маша, ты хотела, либо вы, наши зрители,
Застрять в изнанке на 24 часа. Тик-так, тик-так. Ну? Блин, тяжело. Не знаю, с кем там не душно Ну, а кто было как бы бы. мог себя, например, вести в изнанке, если бы ты с Ну ней вот застряла? смотри, давай. Ну, понятно, там дети не очень меня привлекают дети, потому что они все равно такие там детские Ну, дети. в Ну, смысле? не Да знаю, ладно. мне как-то все-таки были ближе вот эта группа, которая Стив, Нэнси, Нэнси, Джонатан. Джонатан и вот эта дочь Ума Турман. Мия, как ее там звали? Робин. Робин, да. Как-то, а вот они мне все были ближе, как-то, не знаю, ну как будто бы их проблемы для меня чуть ближе, чем Ну проблемы. да, но вот я когда смотрела, получается же, за, не знаю, 1,5 недели, наверное, ну 2 максимум, я просмотрела все сезоны. И сначала, да, дети казались прям детьми, а Мгм. потом вот Дастин вообще такой красавчик, молодец, он умный такой Ну парень. да, но все равно я на него еще все равно как на ребенка смотрю скорее. Ну, он, походу, самый умный, вот с ним можно было где-то застрять в изнанке, он Ну бы, да, наверное, с ним нашел бы какой-то выход. выжить можно было. Да-да. А потом я думала, Стив, с ним хотя бы было бы весело, наверное. Мгм. Этот, который Джонатан, Джонатан вообще тухляк. он, да, какой-то странный. Ну вот он, когда в конце, это в 5 сезоне или в Мгм. 4 он уже с другом каким-то курил, стал Мгм. вот прям он как будто бы вот вошел в образ свой, такой молчаливый, потерянный. Ну да, там, то есть даже вот когда смотришь с ним интервью, он как будто сам по себе еще такой непонятный. И, возможно, его слили, потому что там у него были проблемки, говорят. После первого или какого там второго сезона его, короче, чуть там визы американской не лишили, потому что что-то там он провозил через границу, что-то не то. Вау, Вот. понятно, И, интересно. возможно, там его просто Понятно. слили, чтобы, если что, можно было легко его убить. Вот. Ну, с Нэнси еще было бы интересно, наверное, я думаю. Ну, не знаю, короче, вот со всеми из этой группы, в Нэнси реально как принципе... этот Сильвестр Сталлоне, еще не Да, такая да, да. прическа. Она все время такая смелая. Блин, ну знаешь, вот на самом деле я вот в целом в восторге от этого сериала, потому что там вот все вот женские персонажи, они все, ну, разные. Типа, вот знаешь, не какие-то там все вот плюс-минус одинаковые, я не знаю. Ну, была И какая-то когорта вот этих женщин, которые возле бассейна наблюдали за братом Макс. Помнишь? нет, это Это, наверное, слишком. 4 сезон. Ну, а в каком сезоне умер? Нет, Да, в ну да, вот в 4. четвертом, да, вот этот вот. И он там был каким-то инструктором, Да, может, да, типа да, такой да, да, супер да, 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 красавчик. да, да. И вот эти мамочки, чья это мама? Это мама как раз-таки Нэнси Мгм. и Майка. И они там тоже сидела такая вся красивая, в купальничке. Сейчас он будет идти. И вот там вот были такие Ну да, но я дамочки-мамочки. имею в виду, что вот эти Главные главные героини, героини. да, да, Мгм. да, что, во-первых, она не одна там, грубо говоря, вот опять сравнивая с Гарри Поттером, где ты там только помнишь, ну лично я, ну там еще была, помню, одна, но Гермиона самая Мгм. такая, и потом там еще какая-то была девушка. Не помню какая. Но они как будто... Она была тоже очень похожа на Гермиону для меня лично. Даже визуально она была похожа. Я не знаю, ты поняла? Она женой потом чьей-то стала. По-моему, Гарри Поттера. А, Джинни. Ну да, Чьей-то? да, да. Гарри Поттера? Чьей-то женой стала. Ну вот, и
И они там как будто бы все равно одинаковые, что ли. Я не знаю, как это объяснить. А здесь они как будто все разные. И мне кажется, вот это прямо есть за что похвалить этот фильм в плане таком феминистическом. Принято. А кто тебя реально раздражал? Сейчас я тебе зачитаю. Маша написала, что Давай. хотела бы со Стивом застрять. И потом написала, я сначала хотела, чтобы Нэнси со Стивом осталась, но я очень Ага. рада, что она независимо и свободно осталась. Ну да, вот как будто Ну бы да. не сделали вот этот конец, где опять ее бы скрыли за Стивом или за Джонатан. Джонатаном, да. А здесь сделали, ну, типа, какой-то персонаж, который, ну... Ну ладно, давайте так. Нэнси Ну из где-то она сегодняшнего дня. очень она затупила, когда она вот в эту вот сферу, или когда она стала Ну стрелять в да, неё. да. И Джонатан ей говорит, типа, подожди, может, не надо? Она такая, нет, давай. А вот это какая-то, вот эта часть, где, Дастин что-то там прочитал и вот это Да. рассказывал. Мне даже стало интересно, ну, не настолько прям, чтобы я пошла изучать вброс. Это реально вот есть, вот где там физика или Да, какая-то наука, где да. есть вот такие теории, типа вот это Ну, вот это коридор такой, там. нора, вот эта кротовая, или как она называется, нора, да, это прям какое-то физическое понятие. Прям И вот это вот какая-то а-ля лава потекла, прям. Это я уже не знаю. Ну, это же они почти погибли, ну, такие дурачки уже на этом столе лежали, рассказывали, как они там друг друга любят, не любят. Я думала, что все, они уже кого-то. Я думала, кто-то должен был умереть из них, из Ну всех. ладно, это мы потом обсудим. Давай. Про... Что я еще хотела? Кто Про эти раздражает? кроличьи... Про кроличью. Мгм. А я Кротовая не нора, знаю, по-моему. кроличьи или нет, но сам факт того, Нет, ну, что по-моему, кротовая. кротов. Какая-то такая. Ну, короче, есть там лекция у... Знаешь, супер популярный есть этот физика с Побединским, что-то такое. Это супер популярный канал. И вот у него там есть такое объяснение. Если захочешь узнать, можешь зайти посмотреть. Ну, в смысле, что есть что-то, через что можно куда-то там выбраться? Я не знаю, что есть, я не смотрела. Я только видела, что у него есть это видео об этом. А там ты у Ну, вот него... это меня прям вот в пятом сезоне прям вообще я такая, вау, ничего себе. Просто когда в какой-то части была история про русских, я, если честно, там просто у меня брови ползли вверх, и я думаю, что происходит вообще? Как вы это делаете? Зачем вы это делаете? Тюрьма какая-то там, что-то там. Вот еще Маша пишет про нору, вспомнилась с Алисой. Ну, Алиса в стране чудес. Да. Ну, тоже это, да, как какой-то, по сути... Ну, это, мне кажется, во многих местах, что у тебя всегда есть какое-то вот это пространство или, ну, коридор, который связывает как раз вот эти разные миры, да, и здесь это более такое физическое, в Алисе это, ну, там, кроличья нора, да. Ну, то есть всегда должно быть вот это какое-то разделение, как разделить вот эти два мира, чем... Мы опять про дуализм. Да, опять мы тут. Так, ну ладно, давай дальше. Что там Кто было раздражает? вот это? Раздражает. Кто бесит? Кто бесит? Да. Так, я кому-то про кого-то говорила, убейте его уже. Я Про Уилла? вспомнила. Нет. Вот эту 8. Она меня бесила тем, что она... Короче, вот, знаешь, я, поняла, что меня в последнее время бесит однобокое мнение. Вот когда человек говорит, что вот так и никак по-другому, когда он, типа, не рассматривает, что может быть что-то по-другому.
То есть это не... Ну, короче, тяжело объяснить. Ну, я Вот, тебя и вот, понимаю. и вот как будто бы вот это 8, вот она была вот эта однобокая. Типа, она вот, у нее ее опыт, который максимально ограничен, да, то есть она там, да, у нее был там неудачный вот этот опыт побега, ее заново поймали, и что она вот это 11 начала капать на мозг, что вот у тебя так же будет. И вот эта вот ограниченность, она меня прям бесит. Я не могу, вот реально бесит. Али, я нашла. Да, вот. Мгм. Я знаю, что вроде как где-то тоже говорили, что в целом вот это 8 ее фанаты не очень любили. Я не знаю из-за чего. Ну, типа, я не помню ее из предыдущих... Ну, в предыдущих сезонах я не помню, чтобы она меня бесила. Но, типа, вот в этом сезоне просто вот это, как она начала капать, это 11, блин, уши развесила, и это... Меня периодически раздражал Уилл. Ну, А, какой-то такой... мгм. У меня даже не было надежды, что он что-то сделает в этом сериале. А потом Не ему знаю. такие... Но мы очень... Ну, как... мы... Как бы вот эта сцена признания, да, она такая Мгм. была немного awkward, ну, такая странная, типа... С одной стороны, вроде как... Ну, как будто бы она далека от реальности, что ли, мне показалось. По крайней мере, я обсуждала это со своим другом, и он говорит, ну вот в реальности, ну, у него, например, Типа в такое 80-х? Нет, ну, в 80-х мы вообще молчим. Я говорю вот про сегодняшний день, когда там Мгм. гей хочет признаться кому-то, что он гей, Мгм. грубо говоря. И вот этот мой друг говорит, ну, типа, вот у меня было так, что я признавался по одному. Ну, то есть, типа, там сначала одному родить... Мгм. Нет, сначала начнем с того, что сначала всем друзьям, а потом, типа, сначала одному родителю, потом другому родителю, потом вместе. Типа, ну, то есть, как будто бы ты не будешь собирать, типа, вот этот большой круг людей. Но ты же должна понимать, там такая ситуация сложилась, что или сейчас, или никогда. На Но кону стоял вот чуть ли не... как будто бы я бы тогда ожидала, что он сначала признается хотя бы маме, а потом, типа, будет вот этот большой круг. А для меня вообще это была какая-то неожиданная история, и я тоже такая, чё? Чё происходит вообще? Ну ладно. Но как будто бы еще это немного объясняет то, что он был такой, ну, потерянный Нет мира немножко, сего, такой да. как-то. Ну да, вот что меня раздражал поэтому. Мгм, А вот мгм. ты такая, вот оно что, ну ладно, сейчас ты уже сделаешь свои дела, спасешь мир. Сейчас закатишь глаза. Ну, ну это было мощно. Да. Там никто Это не было ожидал прям... просто. Ну да, это было прикольно. Так, ну что, какие еще у тебя С кем пойти на вопросы там? вечеринку? С кем пойти на вечеринку? Я не знаю, они там все душные, как будто. Ну, с Робин, наверное. Робин. Да, она хотя бы в музыке шарит. А Макс? А, кстати, про Макс что-то я забыла. Ну, Макс, да, тоже. Но она там не ходила последнее в конце. Ну да. А вот мне еще непонятно было, почему выбрали вот эту дочку, младшую сестру Нэнси на вот эту какую-то спасательную миссию. Там вот этих детей он собирал, век насобирал детей. Ну да, это, И, ну, типа, почему она была каким-то ключевым, как будто бы ну и для да, Векны тоже, по сути. да, почему именно она, там не кто-то вообще, ну вообще новый герой, там из новой семьи, из другой какой-то. Кстати, Непонятно. мы это тоже обсуждали. Просто, вот у нас была такая теория, что просто его взбесила эта семья. Что, типа, они там, я не
знаю, а мать там с отцом что-то делали, я уж не помню. Но Нет, отец там вообще такой просто деньги зарабатывал, а мать, ну вот с венчиком пошла в ванную, не, а там, такая может, просто ла-ла-ла. ни у кого других не было вот младших, ну, то есть Ну, из можно вот было этой группы, ввести кого-то. которая, ну, я имею в виду, из Ясно. вот этой группы, которая достала Векну, что он хотел кому-то хотя бы из них отомстить, и как будто бы у них больше ни у кого не было Мгм. младших сестер или Но все братьев, равно очень так как-то притянуто странно. за уши. Но зато у Так, с них, кем идешь на вечеринку? ну, с Робин все-таки. А ты? Ну, со Стивом. Что дальше у нас? Так, что дальше? Кто был, нет, кто лучший друг? Мог бы быть лучшим другом твоим? М, Ну, вот Робин или Стив, я думаю. Мгм. Не знаю. Короче, и у меня выбор только из этих Ну, некоторые 4. там и Я говорю, остаются, потому что у наверное, как меня эти... самые такие Да, потому что я нормальные говорю... герои. Да. А у тебя? М. Ну, ты забрала всех. А почему мы 11 нигде не берем? Я не знаю, Она... Странная? Она не доросла еще до нас. Я такая, Стив. Да, 11, Так, а Нэнси? Ну, Мне Нэнси. кажется, могла бы быть тоже Да. лучшим другом. Ну да, она бы могла. Мне еще понравилось, как они в конце такие: будем встречаться раз в месяц Каждый там год. или... Раз в Раз в месяц год? точно каждый. А я не помню, может быть, Не, раз ну в месяц. Это уже год потом это еще эти... адекватно. Если... Да-да-да. Я вот не помню, но мне показалось в месяц, и я такая: Может господи, мы тут быть. на соседних улицах живем, не встречаемся раз в месяц. Да, 100%. Но да, Так, зато это ну... как-то подчеркнуло вот это вот, что, ну, дружбу надо как-то поддерживать, что она просто так сама по себе не существует. Кто самый переоцененный и недооцененный персонаж? Ну вот мне кажется, недооцененный как-то вот Джонатана могли бы как-то раскрыть какие-то как-то побольше его, как будто бы он такой непонятный Джонатан? остался, да. Для меня лично непонятно. То есть вначале я понимала, что он такой закомплексованный, что ли, и Угу. как это... Слишком много на нем ответственности из-за того, что он вот в этой семье, где мама младший ребенок, и он там самый старший, а-ля Угу. за отца. И типа, что вот как будто бы из-за вот этого для меня было вот это объяснение его какой-то закомплексованности и какой-то вот этого странного поведения. Но как будто бы мне кажется, что могли бы его развить немного, а он каким был, таким и остался, по-моему. Не знаю. А мне как-то кажется, недооцененный Лукас тоже. Ну да, он, кстати, Ну, да, хотя он там тоже. что-то Макс помогал, вытягивал. Ну, Ну, вытягивал, в тоже. смысле, держал за руку, Да, включал да, песни. да. А Билли? Мы еще каждый раз ржали, когда, ну, вот это показали, что там она не успела добежать до этого окна, кассета закончилась. И Да-да-да. мы такие уже в конце: ну чё, чувак, в этот раз кассета закончится или нет? Может, ты две будешь иметь? Да. Ну, Билли, я не знаю, но вроде как он совершил свой геройский поступок, нет? Какой? Подожди, Билли, это который умер, нет?
Билли. Да, я что-то перепутала уже сейчас с братом Макс. Как звали брата Макс? Подожди, но это он и есть, нет? Билли. Момент. Сейчас я вам все скажу. Эдди. А Билли, Билли? да, это брат Макс, а Эдди это вот этот вот кучерявый парень из клуба дьявольского какого-то там клуба. Такой кучерявый. Эдди, да, да, Который да. Подожди, да? а брат? Эдди Мэнс. Да. А брат Макс, Билли, он стал плохим героем. Я не помню. Ну как, в него вселилось вот отродье Векны, и он там убивал. И потом по итогу Я 11 помню. его заговорила, что-то там, какой он хороший. Это у нее был такой ход конем, когда все, уже по ходу смерть, и она начинает видеть эти воспоминания, да, и такая, я вижу, я знаю, такой чудесный, вот ты бежал по пляжу, мама со шляпой, бла-бла-бла, и все, Мгм. и все. То есть для Такие тебя он чудеса. типа не раскрытый или недооцененный? Он для меня недо, Не, да. недо. Вот так вот. Что там у нас еще есть? Ну, не знаю, что еще у нас есть. Сейчас я скажу. У меня тут просто котик рядом сидит. Чтоб не наступить бы на кота. Ну, у нас, наверное, осталось самое интересное про финал, там, что зашло, что не зашло, Давай. что ожидалось, не ожидалось, как все закончилось. У меня есть один такой большой вопрос. И тебе вообще кажется, что это конец вообще, или будет еще что-то? Нет, мне кажется, уже ничего не будет. Мне кажется, И не что будет как будто это... бы нового сериала, который вышел из этого сериала, Ну для это того, чтобы потом возможно. оказалось, где там 11 оказалось, или, Случайно, как типа. или мы вдруг узнаем, откуда появился вот этот вот маленький камушек, артефакт Мгм, этот, мгм. который... Ну, такое вполне возможно, как бы. Ну, я могу себе представить, что какие-то там, ну вот у Стива там может быть какой-нибудь такой, как это называется, когда сериал вот Приквел? так приквел или, да. Приквел, наверное, да? Ну да, да. До. Ну, если до, да, или после. Мне Мгм. кажется, у них есть общее какое-то еще название. Но вот мне кажется, что да, у некоторых героев вполне может быть это, но я не Предыстория, знаю. да, приквел. Это, кстати, я тоже какое-то интервью смотрела, где были вот эти 4 взрослых: Робин, Нэнси, Стив и Джонатан. И они... Как раз там был вот этот вопрос про... Как вы думаете, ну, у кого-то из ваших героев будет отдельный сериал? И они поржали, что вот эта Робин, дочка Умы Турман, что она сказала, что я уже приходила к Даффинам с этой идеей, чтобы у моей героини было такое. Они сказали нет. Нормально. Вот. И мне кажется, что в процессе нашего разговора ты, Маша, что-то еще говорила, что это мы потом обсудим. Про концовку Мы про что-то или... концовку, мне кажется, про концовку я говорила. Ну, не Ну, знаю, давай. может, если бы кто-то нас сейчас смотрел, возможно, бы они нам напомнили, но не факт, что нас кто-то смотрит. Надо записывать в следующий раз. Да. Так, ну, концовка давай, чё? Как ты к ней относишься? Было 2 лагеря, прямо жесткая борьба, хорошая, плохая. Дудь написал. Вообще не понимаю, зачем это было снимать.
Вот так он написал. Как он Он видел, он не написал... раскрывал? Нет, он ничего не раскрывал. Мне бы тоже было очень интересно услышать его мнение, потому что он написал: «А, я вообще не понимаю, зачем это было снимать, и есть что сказать, и просто что-то сказать — это два больших отличия, а-ля». Ну, у меня был вопрос, надо ли это вообще снимать, наверное, после первого или после второго сезона. То есть первое как-то было необычно. Потом я не могу просто вспомнить, какой, либо второй, либо третий, мне показался вообще типа ни Ни о о чем. чем. А вот 4 и 5, 5 за счет вот этой вот фигни, что там придумали, вот это вообще, думаю, ничего себе, как все. Если еще это по-настоящему такое есть, то вы просто боги. Мне показалось интересным. Ну хорошо, давай так, с другой стороны зайдем. А какие ты видишь возможные варианты вот концовки? Ну, Вот и для что меня... могло бы в целом? Ну вот ты как ты видишь? Смотри, Вот я сейчас могу... получается как 11 типа погибло, правильно? Закрылась изнанка, все. Ну, как сказали, это Но там это по наша теория. якости, да, Возможно, она и не погибла. да. Она же там, даже после первого сезона тоже, когда она стала с этим копом жить, ну, с отцом, я имею в виду, своим будущим, а, мы же уже тогда думали, что ее уже нет в живых. Она оказалась в живых. И сейчас тоже она типа убежала, и что, возможно же, это ее 8 сестра, 8. Она Да. сестра, и ну как бы сестра. Наколдовала, что они вот увидели это, и она осталась жива. Кто-то еще мог еще погибнуть, например. Я в целом считаю, что... Кого бы мы убили в этом сериале? Я вообще рада, Какая что концовка? никого не охота было мне убивать. Ну, я считаю, думала, что поболее их пострадает, а они Ну, так я как-то тоже так молодцы, все думала, выжили. мне тоже очень... Мне Как как раз вот это... минимум Джонатан и Нэнси вот в этом вот, куда они вошли, и все, и они там вот застыли, как те люди, которых они видели, когда Да, да, зашли да. туда. Типа, что это? Я думаю, ну все, ребятки, все, вы там и останетесь. Мне кажется, что в целом концовка прям, ну, такая очень хорошая, и я не понимаю, как могло бы закончиться по-другому. Типа, могло бы быть хуже, в том смысле, что там еще бы половина людей Да. переумирала, но как будто бы вот они так не играли вот с этими нашими чувствами, когда опять убьют какого-нибудь там Дастина, Мгм. и тебе будет, ну, прям совсем отстойно. А здесь Ну, как это будто бы здорово, да, что они... они остались жить. Да, а вот про эту 11, то есть в момент, когда там про вот эту ферму ей 8 рассказала, я уже поняла, что, ну, скорее всего, точно она не... Ну, как бы... Короче, мое предположение было такое. Ну, так как я не совсем понимаю, как там, как этот мир устроен у них был, но я предполагала, что там концовка будет приблизительно как в... Знаешь, я не знаю, ты с нами читала или нет, проект Ава Мария. Короче, Нет. я думала, что 11 и с кем-то еще. Например, с этим Майком, или как его, ну вот это ее любовь, Мгм. останутся в другом мире. Типа, они останутся же... То есть, я думала, что там вот это вот коридор этот там взорвется, рассоединится мир, но типа, что вот Так а что там будет за вот мир? этот... Ну, я не знаю, ну, где вот этот вот векный этот живет или что, я не знаю. Но они Да-да. же там как-то пролезали в какой-то другой мир, нет? Ну да, да. Ну, и я думала, вот они его потом облагородят, и будет все у них прекрасно. Ну, короче, я думала, что они останутся живы просто в разных мирах. Вот, и вот такая же идея была в этом, в проекте Ава Мария, что там чувак типа не вернулся, но как бы остался жить среди инопланетян, приспособился, и вообще у него была замечательная жизнь. Спойлеры.
Вот. А, и, по-моему, подобно еще какой-то фильм был. Я погуглила, я его не знаю, смотрела целый или нет, но я помню очень концовку. Пассажиры. Там типа тоже что-то отправляют какой-то корабль на Марс там или куда, и люди там находятся в состоянии вот этой гибернации, и потом И кто-то среди проснулся до проснулся, времени, и да, он разбудил да, себе да, девушку. девушку, да, Энн да, Хэтэуэй, да, по-моему, да, играл, да. да, да. Вот, и Мгм. они там, получается, что она такая, ну мы сейчас помрем, типа, а в результате они там сделали вот этот сад Эдема, и типа такие у них там какие-то поколения, А я и не они помню, чем долетели как-то закончилось. там до Марса. Ну, не знаю, вот у меня в моей памяти вот так закончилось, что они там сотворили вот этот прекрасный мир, сотворили детей, и вот эти дети уже жили вот на этом корабле, и все у них вот там развивалось и развивалось как-то. I don't know. Не спрашивай. Вот, ну, короче, я думала, что это будет что-то такое. Но было мне понятно, что, типа, 11 вряд ли останется в этом мире. Типа, ну, что действительно логично, как бы очень Ну логично, да, это что, логично. как бы, Мгм. до тех пор, пока она в этом мире, во-первых, у нее угроза, что реально ее, как бы, опять будут содержать в этих, ну, там, ужасных условиях. Мгм. И понятное дело, что она не хочет этого, и как бы мы же не знаем прям через какие, то есть что ей как будто бы, может быть, действительно ей там было настолько плохо, что ей легче как бы, ну, умереть, нежели когда иметь эту возможность возвратиться в такие условия. Вот, и Но это же не поэтому, исключает, что в целом еще раз можно будет воссоздать ну, конечно, это все, как, все, все заново. конечно, Только я все равно это не очень Шерлок понимаю, Холмс. зачем. А зачем? Типа воссоздать другой мир? Ну вот, еще одну сделать 11, только я не понимаю, зачем ее вообще делали, Ну, это как как что? суперчеловек, Она как как оружие. оружие была она, Оружие, да? да, 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 да. Угу. Мне кажется, это, ну да, это прям во всех. Я не знаю, если реально такое существует, но мне кажется, что да. Это реально существует? Ну, я думаю, что То такие где-то есть лаборатории, исследования, ну да, где воруют что, как каких-то детей, там, ну, или их скажут, могут у вас выращивать из пробирки, что-нибудь. ваш ребенок умер, а на самом деле он родился, и его куда-то там. Ну, не Ну обязательно, вот, это могут же ваш просто из уже пробирки. столько сюжетов уже Ну, накидали короче, вообще. Если сейчас мы кто-то такие. пишет книги, сценарии. Да, вот. И как бы в целом, то есть мне кажется, что прям очень логичный конец. И то, что эпилог вот этот вот, когда уже возвращение, ну там через сколько, 18 месяцев, когда их показывают, что он такой Мгм. долгий, как-то мне было приятно, что он был долгий, потому что меня бесит вот в этих фильмах обычно, когда там вот это все экшен, 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 и потом там последние 3 минуты они поцеловались. И как будто бы там нету совсем вот этой истории после, а здесь она хоть как-то немножко как будто бы была. Блин, нужно заканчивать уже. Знаешь, что вспомнила? Мне понравился очень классный момент. ам, В пятом сезоне, наверное, даже первая серия, когда Робин на радио работала, и она передавала зашифрованное Да, послание. да, 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 И я да. думаю, а как? Они, наверное, договорились, что типа определенную песню она включает, и вот когда эта песня будет, они должны внимательно слушать, и она Да, так красиво четко передала там сколько чего, во сколько, и они так записали, я думаю, блин, классно вообще, да, так да, красиво. да. А ты Еще это было какой как-то так финал ярко, как будто бы хочешь? позитивно. Ты какой Ну я финал? вообще люблю какие-то хэппи-энды, наверное. А это хэппи-энд Поэтому или нет? я думаю, достаточно, да, потому что достаточно хэппи-энд, достаточно счастливый конец, потому Так. что можно сказать, что все главные герои живы, кроме 11, но она
как сказать, она вроде бы как и главная героиня, одна Мгм. из, но, Но все равно не но как самая. будто бы она действительно не из вот этой реальной жизни, а как приходящее что-то вот, блин, даже тяжело сказать, что-то, она что, но она не что-то. Она пришла, выполнила какую-то функцию, она защищала всех, и все, и ушла. Да. Хотя, наверное, я не страдаю таким, что сейчас я придумаю, а как вот должно все закончиться. И даже в процессе просмотра у меня, ну, скорее нет такого, чтобы я прям анализ сразу в моменте делала. И вот к этому я могу отнести, что если я смотрю какие-то детективы, я не выкупаю вообще никого никогда. Или когда я читаю книги, наверное, Агата Кристи, наверное, одну книгу только читала, и я не знала. Я вообще... Кто-то умудряется угадывать, и я такая, чё? Как вы угадали? Вот. Ну, то есть ты тоже нормально к концовке относишься. Да. То есть кто-то погиб, кто-то остался жить. Нет такого, что прям все жили долго и счастливо. Это уже, ну, Ну, вряд ли так совсем оно бы могло быть. было, да, Но если бы кто-то еще погиб, вот я же говорю, Джонатан и Нэнси, вот когда они заперлись куда не надо было, и когда Нэнси выстрелила, вообще курица, как? Этот Дастин бедный кричал, старался, чтобы... Ну, подожди ты, блин, ну подожди, куда ты стреляешь? Не знаю. Ты бы выстрелила? Ну, я бы вряд ли, я бы вот... Я, как Инна говорит, что я весы. Я бы 5 часов оценивала. А вот если я выстрелю, а если я не выстрелю, а как это будет? Ну А да, какие то есть нельзя так последствия? однозначно сказать, что вот ее поступок плохой или хороший. Ну, она решительная, молодец, Да, как ты сказала, да, сильная женщина. да, да. Это да, это классно. Ну что, Что, заканчиваем? Мы почти будем 2 часа вообще заканчивать? просто. Да вообще. Болбатухи вообще. Как бы Еще какие-то немногим вопросы отличается, есть у как мы нас. записываем наши выпуски. Что? Немногим отличается, как мы Да, записываем да, наши да. выпуски, поэтому вот так вы можете себе Мгм. представить, как мы с Верой базарим, а потом Маша выбирает те Маша полчаса. вообще богиня. Молодец. Ой, Ну, все тогда, мы заканчиваем. Если у вас еще есть остались какие-то вопросы, либо вы с чем-то не согласны, либо вам вообще да. есть что дополнить, пишите комментарии, вообще присоединяйтесь к нам в Телеграм, там тоже можно написать, Инстаграм тоже. В общем, да. Подписывайтесь, ставьте лайк. За то, что в этот раз на стриме ни одной технической проблемы не было. И кроме моего металлического голоса, который я еще не знаю, как он звучит, Ну я да, еще не мы слышала еще не просто. знаем, конечно, что там на Ютубе. Ну, как бы, сейчас мы услышим это. Ну да, зато, да, без перерыва. Ну, Без перерыва 2 часа почти. Все, вообще. спасибо большое, что были с нами. Подписывайтесь Пишите на нам. нас везде, рассказывайте про нас, пожалуйста, в своих Да, это очень соцсетях. помогает Очень продвижению. помогает. Да. Увидимся. Потому что бюджета на рекламу у нас нет. Как и на покупку подписки Zoom. Ой, Да. да. Мы нашли способ, как сделать бесплатно и без зума. Вот так зум. Это вообще, Маша, Плачь по молодец. нашим деньгам. Ой, ладно. Всем Всё. спасибо. Пока-пока. Спасибо большое. Пока-пока.